Привет, друзья! Сегодняшние новости обещают быть крайне напряженными. В центре внимания сразу несколько событий. Неожиданный звонок Дональда Трампа Виктору Орбану, срочный подъем немецких и румынских истребителей НАТО из-за нарушения воздушного пространства, обострение политической борьбы перед выборами в Германии, новые санкции против сотрудников Международного суда и резкий поворот в стратегии компании Porsche. Что это все значит для Европы и самой Германии и какие последствия могут произойти дальше? Об этом поговорим прямо сейчас. Оставайтесь до конца, чтобы ничего не пропустить. Поддержите канал, подписывайтесь, и вы будете первыми узнавать обо всех ключевых изменениях в Германии и Европе. Итак, после встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Как сообщают источники, на просьбу европейских коллег он попытался убедить Орбана отказаться от блокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Это был неожиданный дипломатический шаг. Трамп обратился напрямую, используя свое влияние, чтобы сдвинуть позицию, которую венгерский лидер ранее формально озвучивал. Виктор Орбан в ответ подтвердил свою позицию. Он подчеркнул, что членство Украины в Европейском Союзе не означает для нее надежных гарантий безопасности, и в рамках публичной реакции назвал идею связывать вступление с обещаниями защиты бесполезной и опасной. Он также выразил готовность принять на венгерской территории возможный саммит между президентами Путиным и Зеленским. По его словам, встреча такого уровня могла бы стать шагом к диалогу. Такой телефонный разговор демонстрирует, как непросто достичь согласия среди лидеров. Попытки европейских правительств задействовать Дональда Трампа в переговорах с Орбаном говорит об их стремлении поднять вопрос о расширении Европейского Союза в международную плоскость инструментом дипломатического давления. Сам Орбан, напротив, стоит на принципиальном отказе. Эта история еще один пример мощных влияний, которые задействуются в международной политике, от просьб европейских лидеров до личной поддержки или оппозиции со стороны сильных фигур, таких как Дональд Трамп и Орбан. А дальше новости, которые заставили НАТО проявить обеспокоенность. НАТО потребовало немедленно поднять в воздух немецкие самолеты Еврофайтер из Румынии после того, как патрульные средства зафиксировали нарушение воздушного пространства. Речь шла о беспилотных летательных аппаратах серии Шахед-136, которые упали или взорвались неподалеку. При этом экипаж немецких Еврофайтер идентифицировал объекты визуально, однако приказы на использование оружия от НАТО не поступало. Немецкие и румынские боевые самолеты, находившиеся в режиме быстрой готовности, вылетели с авиабазы близ Констанца. Полеты проходили в рамках миссии воздушная полиция Air Policing круглосуточного патрулирования юго-восточного фланга Альянса. Эта миссия помогает своевременно реагировать на угрозы и сохранять безопасность воздушного пространства. Представители румынского министерства обороны подтвердили, что нарушения имели место. Один из случаев зафиксирован в дельте Дуная. Здесь обнаружили кратер в земле, предположительно от падения беспилотного аппарата. Однако у НАТО не было данных о намеренном ударе по территории Альянса. Военные эксперты подчеркивают значение подобных вылетов. Они позволяют не только наблюдать за ситуацией у границ, но и демонстрируют единую готовность союзников защитить восточные рубежи. Немецкие самолеты остаются там в составе ротационной миссии, сотрудничая с румынскими авиаторами и укрепляя коллективную безопасность. И есть еще новости, которые касаются предстоящих выборов в Германии. На следующем этапе губернаторских выборов в земле Саксония-Анхальт, которые, напомню, состоятся 6 сентября, ситуация обострилась. Опросы показывают практически равные показатели у Христианско-демократического союза ХДС и правой партии «Альтернатива для Германии». В ответ федеральный министр образования от ХДС Карен Прин категорически заявил, цитата, «никакого сотрудничества с этой партией не будет». Министр подчеркнула, она сделала все возможное, чтобы эта партия не набрала столь значительных позиций там, где проводятся выборы. Она также напомнила, что решение о недопущении любой коалиции с крайне правыми партиями закреплено в партийных, и этот принцип будет непоколебим. По ее словам, такие партии не являются частью благородного центра широкой политической среды, которую ХДС считает своей. Сейчас в земле, напомню, действует коалиция ХДС, социал-демократов и либералов, которую возглавляет премьер-министр Рейнер Хаселов. На предстоящих выборах возглавить список от ХДС обещает лидер на уровне земли Швен Шульце.
Согласно последним данным, ХДС набирает внимание около 34%, а ее ближайший конкурент около 30%. Таким образом, позиция федерального министра образования ясно демонстрирует, что даже при усилении крайней правой партии «Альтернатива для Германии» ХДС сохраняет твердую линейку от категоричного отказа от сотрудничества до заявления о приверженности политическому центру. А дальше еще неожиданные новости. Вашингтон ввел санкции против 4 сотрудников Международного уголовного суда МУС из Бенина, Перу, Словении и Уганды. Под ограничение попали судьи, принимавшие участие в рассмотрении дел, связанных с выдачей ордеров на арест премьер-министра и министра обороны одной страны. Госдепартамент назвал эти шаги суда политически мотивированными и угрожающими национальной безопасности, поскольку, по его мнению, они выходят за рамки полномочий МУС. Санкции включают заморозку активов этих лиц и запрет на доступ к финансовой системе Соединенных Штатов. Реагируя на это решение, представители Международного уголовного суда выразили глубокую обеспокоенность, а правозащитная организация осудила меры как попытку подрыва независимости суда и препятствия справедливому рассмотрению международных преступлений. Этот шаг стал продолжением ранее введенных ограничений. В прошлом году подобные меры уже применялись против других сотрудников суда, в том числе прокурора, из-за расследования прошедших военных действий. Эти санкции мешают работе суда и создают опасные прецеденты во взаимодействии государства и международных судебных органов. И это еще не все. Новый министр по цифровизации и модернизации государственных структур Карстен Вилбергер дистанционно дал старт на масштабной кампании по сокращению бюрократии. В своем письме министру правительства он потребовал, чтобы все ведомства до 15 сентября 2025 года предоставили действующие или планируемые инициативы по упрощению процедур. Повод – это слишком долгий сбор бумаг и сложные процедуры, которые мешают эффективной работе для граждан и бизнеса. Он подчеркнул, за десятилетия накопился бюрократический бетон, и теперь настало время его последовательно снять. До конца года на октябрьскую встречу кабинета планируется обсудить первые результаты. Уже сейчас на повестке это законы, правила и требования, которые можно убрать без ущерба. Новое ведомство, которое было согласовано весной этого года, объединяет полномочия по цифровизации, модернизации госаппарата и диджитализации услуг. Оно будет не просто создавать онлайн-платформы, а работать на реальное снижение бумажной волокиты. Министр, сам выходец из бизнес-среды, стремится привнести скорость, простоту и больше доверия к государству. Речь идет не только о заявлениях, а о реальных изменениях. Это цифровая идентичность, единая платформа услуг и пересмотр десятков регулирующих норм. Властям предстоит серьезная работа избавить систему от мертвого груза бюрократии и обрести новую легкость. А дальше важны региональные политические новости Германии. В Нижней Саксонии лидер фракции «Альтернатива для Германии» Клаус Вихман заявил, его партия стремится выйти из оппозиции и войти в правительство. В интервью он подчеркнул, цитата, «Наша цель, конечно, управлять. Мы хотим делать политику, а не просто быть в оппозиции». При этом Вахман уверяет, даже если пока никто не готов с ними сотрудничать, найдется партнер, когда придет время. В январе этого года он откровенно сказал, что подумает о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра земли после выборов в 2027 году. Он настроен серьезно, цитата, «На данный момент я намерен баллотироваться и идти на этот пост». Кроме того, он не исключает возможность коалиции с Христианской демократической партией ХДС, причем приоритет, по его словам, за партнерством под руководством его собственной партии. Такие заявления отражают смену стратегии. Альтернатива для Германии хочет не просто громко говорить, но и реально влиять на принятие решений. Вихман показывает, партия готова брать на себя ответственность и не боится даже амбициозных целей. И появились еще последние экономические новости Германии. Компания Porsche приняла решение приостановить самостоятельную экспансию своего подразделения по производству аккумуляторов, известного как группа Cellforce. Изначально предполагалось, что группа будет создавать высокопроизводительные батареи для электромобилей Porsche и нарастит производство до 20 гигаватт в час в год. Теперь от этой цели решили отказаться, по крайней мере на данный момент. В Совете директоров объяснили, решение связано с тем, что рынок электромобилей развивается медленнее, чем ожидалось.
Дополнительные расходы, связанные с корректировкой стратегии, увеличат специальный расход в 2025 году с 800 миллионов до 1,3 миллиарда евро. На фоне этого Porsche рассматривает свой маршрут к развитию. Инвестиции переориентируются в расширение модельного ряда и программное обеспечение. Делается акцент на более широкой линейке, включая автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибридные версии, а также эволюцию существующих моделей. То есть ставка смещается в сторону разнообразия, а не полного отказа от привычного сегмента. Это означает серьезный поворот в стратегии. Вместо того, чтобы самостоятельно строить масштабное производство аккумуляторов, Porsche сосредоточится на продуктах и цифровых решениях, сохраняя гибкость в условиях неопределенного спроса на электрику. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.